Почему Цзы Янь сыграла ключевую роль в том, чтобы Сяо Янь заполучил эссенцию пламени очищающего лотоса? Она не только срывает план Хунь Мишеня, главы Зала Душ, но и помогает Сяо Яню и его группе. Итак, пламя очищающего лотоса было невероятно сильным. Даже глава Зала Душ Хунь Мишень не смог победить его в одиночку, поэтому предложил сотрудничество, собрав 7 доушен, каждый из которых обладал как минимум 4-й звездой. Влейте вашу силу в формацию, иначе мы все умрем, если ему удастся вырваться из печати. Громко завопил глава Зала Душ. После своего вопля он изменил ручную печать, заманеврировал всей своей силой и влил ее в формацию. Оставшиеся эксперты поколебались, ощутив его доу-ци, но в итоге сжали зубы и сделали то же самое. Подпитываясь доу-ци, формация расширилась. Черный свет насытился, а энергия внутри него ужасающе возросла. «Пытаешься запечатать меня? Кто ты такой?» Яростный рык последовал со стороны огромной фигуры пламени, стоило ему ощутить выросшую силу столба энергии. Без предупреждения пламя внутри столба взорвалось. Волны ауры уничтожения решительно обрушились на столб черной энергии. После запечатывания очищающего пламени лотоса наступило мимолетное молчание. Ха-ха, кооперация восхитительна. Очищающее пламя демонического лотоса наконец запечатано, и нам удалось справиться с катастрофой, зависшей над центральными равнинами. Спасибо вам большое. Громко рассмеялся глава Зала Душ и сложил ладони перед экспертами уровня святых 4 звезд. Остальные люди немного расслабились, наблюдая его вежливость. Однако, как только они расслабились, странная улыбка всплыла на его лице. Он совершил жест в сторону запечатанного пламени, которое полетело к нему на ошеломительной скорости. «Ха-ха, спасибо всем за работу, клан Хунь запомнит вашу услугу. Ублюдок, он и вправду бесстыдный человек». Не успела печать закончиться, как Хунь Мишень раскрыл свой заговор, приготовившись завладеть пламенем чистого лотоса. Как только Хунь Мишень начал манипулировать небесной формацией, все остальные увидели, что он вот-вот добьется успеха. И в критический момент Цзы Янь совершила мощный ход, используя силу пространства, чтобы отбросить источник пламени чистого лотоса в другом направлении, тем самым сорвав заговор Хунь Мишеня и не позволив ему завладеть источником. Раздался ледяной смешок Цзы Янь. Пространство исказилось рядом с печатью, а его направление изменилось. Он полетел в левую сторону от главы Зала Душ. «Ты». Глава Зала Душ разозлился, когда демоническое пламя полетело в сторону, практически выскользнув из его рук. Он мрачным взглядом посмотрел на Цзы Янь. Девушка очень хорошо владела аспектами сил пространства. Даже если она была не в лучшем состоянии, она все равно с легкостью могла исказить пространство и изменить направление полета предмета. Глава Зала Душ, хоть и был зол внутри себя, не стал нападать на Цзы Янь в этот момент. Вместо этого он резко повернулся и накричал на Хунь Фэна и заместителя. «Почему вы стоите и ничего не делаете? В атаку!» Перемены не вышли за пределы ожиданий Сяо Яня. Он знал, что конфликт сразу же разгорится, как только в альянсе пропадет нужда. Ладони дружбы никогда не сдерживались перед лицом преимуществ от обладания очищающим пламенем лотоса. Да, Хунь Мишень не смог захватить источник демонического огня, но он не осмелился предпринять еще одну попытку. Его план был раскрыт, и если бы он снова напал, оставшиеся святые 4 звезд окружили бы его. Он не мог сражаться против такого количества людей. Более того, все 7 святых были ранены. Любой, кто попытался бы захватить его в это время, скорее всего, был бы убит остальными. В конце концов, в великой битве против пламени чистого лотоса даже 7 святых не смогли с ним сравниться. Цзы Янь и Гу Наньхай не стали тратить время. Они сразу поглотили целебные пилюли и приступили к восстановлению. Тот, кто выздоровеет первым, станет сильнейшим на поле боя и с наибольшей вероятностью получит сущность пламени. Конечно же, им по-прежнему нужно было следить за окружением, чтобы избежать подлых атак. Сяо Янь махнул крыльями. Его скорость в несколько раз превосходила обычных святых. За пару вспышек он ворвался в толпу, однако ему вновь преградил путь заместитель главы Зала Душ. Он явно был нацелен на его жизнь. Но Сяо Янь сумел первым завладеть источником демонического пламени. Бесчисленные люди взмывают в воздух, борясь за источник пламени. Даже обычные святые осмеливаются рисковать.
Яо Тянь и Яо Лин из клана Яо, Хо Сюань из клана Огня и молодое поколение клана Лин бросились забирать источник демонического пламени. Сяо Янь и Гу Сюньер не собирались отставать, каждый используя свои методы в борьбе за источник. Однако Сяо Янь был на голову выше остальных, используя скорость 3000 молний. А что было дальше, мы знаем из других роликов. Могучее пламя вырвалось из ладони Сяо Яня, которую он направил прямо в лицо Хунь Фэна. Ледяная улыбка появилась на лице Хунь Фэна. Он посмотрел на могучее небесное пламя, но улыбнулся еще шире. «Я слышал, что ты объединил несколько видов небесного пламени, хотя оно и могущественно в глазах других, но в моих глазах оно ничего не стоит». Затем он холодно рассмеялся и свел ладони вместе. Следом он махнул в ответ правой рукой. Он не уклонялся, а наоборот столкнулся с ладонью Сяо Яня. Могучая энергетическая волна вырвалась после столкновения. Она насильно вынудила двух соседних мнимых святых отступить, и даже само пространство рядом заребило. Это и есть небесное пламя, которым ты так гордишься. Сегодня я покажу тебе, насколько оно на самом деле бесполезно. Зловеще усмехнулся Хунь Фэн. Крайне загадочный фиолетово-черный свет вспыхнул в его глазах. Необычная сила пожирания высвободилась из его ладони. Большое спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока.